Всем доброго времени суток, и сегодня я расскажу про такое государство, как Лаос. Одно из не самых популярных направлений туристов, поэтому я думаю, вы точно узнаете что-то новое. Находится в Юго-Восточной Азии, столица Вьентьян. На западе граничит с Таиландом, на востоке с Вьетнамом, на юге с Камбоджей, севере с провинцией Юнань Китая, на северо-западе с Мьянмой. Название пишется вот так, но читать я его не буду во избежание ошибок. Среди юго-восточных азиатских стран именно здесь наиболее чистая экологическая среда. Лаос – единственное государство региона, не имеющее выхода к морю. Через Вьетнам его отделяет от Южно-Китайского моря всего 50 километров. Столица Вьентьян является самой маленькой столицей в Юго-Восточной Азии по площади – 3920 квадратных километров, с населением в 1 000 000 человек. Всего же в стране около 7 миллионов, что ставит ее на 105 место в мире. Очень крупных городов в Лаосе нет, кроме столицы. Другие сравнительно большие – это Луангпхабанг 50 тысяч, Кейсанфонгвихан около 70 тысяч и Паксе 90 тысяч жителей. Средняя продолжительность жизни в стране 67 лет. В лаосских деревнях до сих пор много где нет электричества, центрального водоснабжения и прочих благ цивилизации. Жители активно истребляют змей, особенно ядовитых, коих здесь немало, так как они представляют угрозу, и охотно употребляют их в пищу. Страна достаточно безопасна, преступность очень низкая, население доброжелательное. Тяжких преступлений почти не случается, однако актуально мелкое воровство и обманы в виде завышенных цен для туристов и требований заплатить за все что угодно, вплоть до, например, прохода по пешеходному мосту. Воду пить следует только бутилированную, продается повсеместно. Имейте в виду, что перец чили в Лаосе очень популярен и в угловых большинстве блюд. Реален шанс заразиться малярией или лихорадкой Денге. Стоит позаботиться об этом заранее. К тому же медицина в Лаосе развита очень слабо, серьезных госпиталей нет. В случае тяжелых заболеваний придется ехать в соседнюю страну, например, Таиланд. Значительная часть населения сосредоточена вдоль реки Меконг, и в частности около столицы. Горные районы на севере и востоке страны мало заселены. 95% населения государства проживает вдоль границы с Таиландом. Территория Лаоса на 2/3 покрыта густыми лесами. Ландшафт состоит из невысоких холмов и гор. Самая большая вершина Биа имеет высоту 2820 метров. Река Меконг течет по границе Лаоса с Таиландом и Мьянмой. Границу с Вьетнамом разделяют горы Чангшон. Лаос преимущественно горная страна. Климат субэкваториальный, муссонный. Характеризуется делением года на 2 сезона. Летний дождливый период муссонов с мая по октябрь и зимний сухой с ноября по апрель. В январе средняя температура около плюс 15 на севере и 25 на юге. В июле температура повсеместно до 30. 80% работающих заняты сельским хозяйством. Выращивается сладкий картофель, кукуруза, кофе, сахарный тростник, табак, хлопок, чай, арахис, рис. Разводятся буйволы, свиньи, птицы. Также присутствует незначительная часть промышленности. Добыча меди, олова, золота, лесозаготовки, гидроэнергетика, обработка сельхозпродукции, производство одежды. В долинах рек и на обширных пространствах Южного Лаоса широко распространены вечнозеленые влажно-тропические леса. Они характеризуются чрезвычайно пышной растительностью и богатством видового состава. Гигантские деревья из породы диптерокарповых, янг, такьян и другие соседствуют с разнообразными пальмами, плодовыми деревьями, бамбуком, древовидными папоротниками. Встречаются такие ценные породы, как розовая, черная, сандаловая, красная и их разновидности. Буйно растут всевозможные кустарники и лианы. Огромное количество видов бамбука. В долинах и на многочисленных плато широко распространена саванная растительность, где встречаются ксилия, деления, банан, хлебное дерево, дуриан и другие. Лесные богатства широко используются населением. Горные склоны северного Лаоса сплошь покрыты субтропическими вечнозелеными лесами, но на высоте около 1500 метров их сменяют смешанные из сосны, каштана и дуба. Среди животных особого внимания заслуживают гиббон, панда, лангур, янтовидная собака, тигр, мраморная пантера, тибетский медведь, в зарослях пальм пальмовая куница, в долинах и горных ущельях болотная рысь, рисовые крысы, виверовые, например, азиатская пальмовая цветка, джунглевая кошка, мраморный кот. Мраморный кот, кстати, немного крупнее домашних кошек. Их длина составляет около 55 см, не учитывая 50-сантиметрового хвоста. Точные оценки численности неизвестны. Охота на него запрещена вот в этих странах. Также серебристый лутунг,
дол, медвежья кошка, короткохвостый гемиур – это млекопитающие, активно как днем, так и ночью. Вид обитает в горных лесах на высоте до 3000 метров. Питается в основном насекомыми на земле, но иногда ест и фрукты. Обычно они живут не дольше 2 лет. Из крупных копытных водятся дикие быки бантeng, купрей, саола, индийский мунджак, гаял, кабаны. В лесах большое количество змей, много попугаев, павлинов, уток. В южном и отчасти в северном Лаосе имеются значительные стада слонов. Большая часть Лаоса все еще покрыта естественным лесом, и здесь обитают 6 различных видов гиббонов. Ареал отличается высоким уровнем эндемизма и является домом для находящихся под угрозой исчезновения вида саола. В Лаосе зарегистрировано около 740 видов птиц. Единственным известным эндемичным видом остался голый бульбуль. К находящимся под угрозой исчезновения обитающим в стране относят белокрылая утка, зеленый павлин, большой адъютант, белоплечий ибис, маскированный плавунец, нордман гриншанг, чернобрюхая крачка, хохотушка, желтогрудая овсянка, а также 4 вида грифа – красноголовый, белогрудый, индийский и тонкоклювый. Из наиболее распространенных и потенциально опасных расскажу про зеленую анаконду. Это далеко не самая опасная змея, но ей стоит уделить все-таки внимание. Питается она довольно крупной добычей, свиньями, обезьянами, козами, птицами, черепахами, рыбой и более мелкими змеями. Является одной из самых длинных во всем мире. Ее длина может достигать до 12 метров, при весе 250 кг. У взрослых анаконд в природе практически нет врагов. Порой, однако, они могут становиться жертвами крокодилов. Люди избегают, хотя и были прецеденты. Гамадриат – самая крупная ядовитая змея, может достигать длины до 5 метров. Продолжительность жизни более 30 лет. Растет в течение всей жизни, активно как в дневное, так и в ночное время. Охотится на других змей, а также рептилий и птиц. При нападении может регулировать расход яда, закрывая протоки ядовитых желез посредством мышечных сокращений. Количество расходуемого яда зависит от размеров жертвы и обычно почти на порядок превышает смертельную дозу. Чаще всего, пытаясь отпугнуть человека, змея делает холостые укусы, вообще не впрыскивая яда. Токсин блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. Его силы и объем до 7 мл хватает, чтобы вызвать смерть человека за 15 минут уже после первого полноценного укуса. Змея сама по себе очень терпелива. Если человек оказался на близком расстоянии от нее, ему следует встать, либо сесть на уровень ее глаз, не делать резких движений, дышать ровно и спокойно смотреть. Через несколько минут она сочтет человека безобидным объектом и ускользнет. Также иногда охотится на небольших варанов. Может обходиться без еды около 3 месяцев, время, в течение которого самка неотлучно охраняет кладку яиц. Голубой бунгарус – змея из семейства аспидов, максимальная длина – 1,5 метра, любит сухие места, нередко встречается в поселках и заползает в дома. Активен как днем, так и ночью. Пищей являются мелкие змеи, ящерицы, лягушки, грызуны. Яд очень сильный. В железах змеи содержится до 5 летальных доз яда. Укусы легко приводят к смерти. Гладкий щитомордник, общая длина которого достигает до 1 метра. Любит прибрежные леса, бамбуковые заросли, влажные заболоченные места, рисовые поля и другие сельскохозяйственные земли. Активен в сумерках и ночью. Питается грызунами, лягушками. Яд сильный, вызывает сильную боль, местный отек, некроз тканей, но смертность при этом невелика. Куфия – также ядовитая змея подсемейства ямкоголовых, семейства гадюковых. Общая длина тела самцов составляет 600 мм. Данный вид характеризуется ночным образом жизни. Змеи обитают преимущественно на деревьях и кустарниках. Спускаются на землю только в брачный период или после сильных дождей. Яд имеет умеренную токсичность. В результате укуса возникает опухоль, появляется боль, которая проходит в течение нескольких дней. Иногда яд этой змеи может вызвать почечную недостаточность и сердечную дисфункцию. Гадюка рассела – самая распространенная ядовитая змея в Южной Азии, укусы которой опасны для человека. Смертельный исход не редкость. Более половины зарегистрированных там змеиных укусов приходится именно на этот вид. В Индии, к примеру, входит в так называемую большую четверку ядовитых змей, которые чаще всего кусают людей. Максимальная длина – 1,5 метра. Увидев человека, змея, как правило, уползает от него. Водяной клоп белостома в вечернее время летит на свет уличных фонарей, достигает 5 см в длину. Почувствовав угрозу, клоп может укусить. Его яд вызывает болевой шок и значительное местное поражение тканей. Чтобы не сильно затягивать данное видео, о достопримечательностях Лаоса я расскажу во второй части. Обязательно посмотрите, будет интересно.